Человек приручил собаку очень давно и уже забыл, что когда-то она была дикой. Ярким тому примером может служить наша сегодняшняя гостья – дикая собака Динго. Когда-то одомашненная, но затем вновь вернувшаяся в естественную среду обитания – на вольные хлеба. Кстати, Динго – это единственный плацентарный хищник в фауне Австралии до прихода европейцев. А название Динго возникло в начале европейской колонизации Нового Южного Уэльса и по всей вероятности происходит от тинго, термина, использовавшегося аборигенами Порт-Джексона для описания своих собак. Судя по ископаемым останкам, динго завезли в Австралию не ранние переселенцы примерно 40 тысяч лет назад, как считалось ранее, а выходцы из Юго-Восточной Азии. Самому древнему черепу динго, найденному во Вьетнаме, примерно 5500 лет, а древнейшим окаменелым останкам динго в Австралии около 3500. Соединив данные генетики и археологии, ученые пришли к выводу, что собаки динго попали в Австралию от 5 до 12 тысяч лет назад, благодаря охотникам и собирателям, которые, вероятно, сами получили их от своих соседей с Калимантана. Кстати, это объясняет еще один интересный факт. У динго отсутствует несколько копий гена, позволяющего переваривать крахмал, которые у домашних собак возникли в результате жизни с земледельческими народами. В Австралии же сбежавшие или брошенные хозяевами динго нашли прекрасные условия для обитания. Много сумчатой дичи, отсутствие врагов и серьезных конкурентов. Вот они и размножились и расселились по всему континенту и ближайшим островам, не попав только на Тасманию, что хорошо, ведь там обитает сам тасманийский дьявол, которого как раз динго и вытеснили с материковой части на остров. Умение охотиться стаями дало динго очень важное преимущество перед одиночными сумчатыми хищниками. Предположительно, динго стали причиной вымирания многих представителей сумчатых. Обычно динго рассматривают в качестве подвида серого волка, однако некоторые специалисты считают его вполне самостоятельным видом. Предполагают, что динго является почти чистокровным потомком одомашненного индийского волка, который в диком состоянии и сейчас водится на полуострове Индостан. И сегодня для простоты динго называют вторично одичавшей собакой. Примерно в середине 19 века австралийцы активно принялись за овцеводство, которое быстро стало очень важной экономической отраслью. Динго такая ситуация была на лапу, а охотиться на овец – штука несложная. Бедным австралийцам пришлось даже построить длиннейший забор. Сейчас он тянется на 5614 километров от города Тувумба до Большого Австралийского залива. Каждый год правительство тратит на этот забор более 15 миллионов долларов. Однако динго – абсолютные универсалы. Их рацион зависит от того, что именно сегодня не успело убежать. Они едят насекомых, птиц, ящериц, крыс, но их любимая цель – крупные млекопитающие. Те же овцы. На мелкую дичь и кенгуру среднего размера динго охотится в одиночку, полагаясь на засады и феноменальную выносливость. Он может часами преследовать жертву, измотать ее и нанести решающий укус. Для охоты на крупных рыжих кенгуру стая объединяется. Они используют тактику загона, распределяют роли, сменяют друг друга на дистанции и загоняют жертву в ловушку. На сегодняшний же день дикие собаки динго все больше напоминают своих предков, индонезийских волков, и уже почти не поддаются дрессировке. В Австралии они главные хищники. Можно сказать, что они короли зверей перевернутого континента. Причем эти цари австралийской фауны распространились настолько, что уничтожили сразу несколько видов местной конкурентной фауны. Теперь они готовы зубами и когтями защищать не только свои охотничьи угодья, но и само право оставаться диким зверем. Австралия стала для динго настоящим раем земным. Дичи много, а конкуренции врагов почти нет. Собаки, умевшие охотиться стаей, выжили сумчатых одиночек со всего континента и даже добрались до ближайших островов.
Внешне динго напоминает поджарого крупного двортерьера весом от 13 до 20 килограммов. Но анатомически они ушли далеко от своих домашних собратьев. Они достаточно высоки и достигают в холке 67 сантиметров. Морды квадратные, а мех очень густой, рыжеватого окраса. У динго уникальное строение суставов и черепа. Их запястья и шея невероятно подвижны. Благодаря этому они способны лазать по деревьям, каменистым расщелинам и протискиваться в такие узкие щели, где обычная овчарка просто застрянет. А угол обзора и подвижность шеи у них гораздо ближе к совиным или кошачьим показателям, чем к собачьим. И да, настоящие динго не умеют лаять, зато рычат и воют, как заправские волки. Как и волки, собаки динго живут стаями. По 5-13 собак. Вся социальная жизнь строится вокруг одной доминантной пары. Только они могут заводить новых щенков, и только они принимают решение о перемещении стаи на новые угодья. Альфа-самец занимает свое положение, пока силен, но конец его предрешен, как только появится более суровый и крепкий пес. Он и смещает главаря. Динго моногамны. И в отличие от обычной собаки, динго хотят любви только раз в год. Брачный сезон у австралийских динго приходится на март или апрель. Срок беременности, как и у собак, 63 дня. В помете обычно 6-8 щенков, которых самка рожает в логове. Щенки рождаются слепыми, но покрытыми шерстью. За потомством ухаживают оба родителя. В возрасте 3 недель щенки динго впервые покидают родное логово, и самка прекращает кормить их молоком. К 8-й неделе они окончательно покидают логово и живут вместе с другими членами стаи. С 9 по 12 неделю мать и остальные члены стаи приносят им еду и воду, которые отрыгивают и кормят щенков. В 3-4 месяца щенки уже независимы и сопровождают взрослых на охоте. Половая зрелость у динго наступает в возрасте от 1 до 3 лет, а живут они 10 лет в дикой природе и в неволе до 13. Казалось бы, убери динго и наступит мир и процветание, но так не работает. В тех регионах, где динго был полностью уничтожен, австралийская экосистема испытала колоссальный шок. Этот феномен называется трофическим каскадом. В отсутствии динго начинается неконтролируемое размножение диких кошек, лисиц, привезенных европейцами, и кроликов. Инвазивные кошки и лисицы под корень вырезают уникальных мелких сумчатых животных, а кролики съедают всю растительность, превращая пастбище в безжизненную пустыню. Динго же эффективно сдерживает их численность. И парадокс сегодняшнего дня заключается в том, что динго угрожают не фермера. Их главный враг – любовь к обычным домашним собакам. Из-за расширения человеческих поселений динго все чаще скрещиваются со стайными бродячими псами. В результате численность чистокровных динго стремительно сокращается. Гибриды теряют свои уникальные особенности. Они начинают лаять, размножаться дважды в год, теряют природный страх перед человеком и становятся более агрессивными. Сегодня экологи ведут активную работу по сохранению чистокровных популяций на изолированных островах, например, на острове Гарри, бывшем Фрейзере. Чтобы сохранить этого удивительного, умного и невероятно адаптивного хищника, который когда-то приплыл на лодках, чтобы стать полноправным хозяином австралийского континента. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что любите природу вместе с нами. До скорых встреч!